Протяженность российских рубежей составляет приблизительно 61 тысячу километров. Россию омывает три океана: Тихий, Атлантический и Северный Ледовитый. Она занимает 1/3 часть Азии. Площадь России составляет приблизительно 17 миллионов 100 тысяч квадратных километров. У такой большой страны и самые продолжительные границы, а также самое большое количество соседствующих стран в мире. По воде проходит 75% всех российских границ, тогда как по суше только 25%. Около 25% границ России простираются по озерам и рекам, а 50% по морям и океанам. Проследим границу от начала до конца. Самая восточная точка на материке расположена на мысе Дежнева. Но России также принадлежит остров, который расположен еще восточнее. Это остров Ратманово в Беринговом проливе. Край света во всех смыслах. Это и край Старого Света, и край света дневного. Именно здесь, в России, начинается новый день. От него на расстоянии 4 километров находится наш первый сосед – Соединенные Штаты Америки. Двигаясь на юг вдоль Камчатского полуострова, мы приближаемся к так называемым Курильским спорным островам. По мнению Японии, следующего соседа России, все Южно-Курильские острова должны принадлежать им. Всего в составе Курил более 50 больших и малых островов. Япония претендует на 4 из них: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также на архипелаг Хабомы. Сейчас спорные острова входят в состав Сахалинской области России, а их совокупное население составляет около 20 тысяч человек. Япония включает их в состав губернаторства Хоккайдо. Кстати, по причине этих островов между Россией и Японией до сих пор не подписан мирный договор со времен Второй мировой войны. Дальше следует граница с Северной Кореей. Граница с КНДР является самой короткой из всех существующих российских участков. Приблизительно 40 километров. Из них сухопутная граница всего 17 километров. Следующий сосед является крупнейшим торговым партнером России. А Россия является только 9-й по объемам продаж этой страны. Да-да, это Китай. Протяженность российско-китайской границы приблизительно 4210 километров. Из них 3490 километров – это речные границы. В русле широкой и могучей реки Амур есть много островов. Их принадлежность часто являлась предметом споров между странами. На сегодняшний момент все территориальные споры России и Китая улажены в пользу Китая. Да. Российско-китайская граница имеет два участка – западный и восточный. Разделяет их следующий сосед – Монголия. Протяженность российско-монгольской границы составляет 3485 километров. Это третья по величине граница с Россией после Казахстана и Китая. Свои очертания она приобрела после революции в Монголии в 1911 году и отделения ее от Китая. Восточные и западные конечные точки границы Монголии и России являются трехсторонними, то есть в одной точке одновременно граничат три государства. Двигаемся по хребту Южный Алтай на запад. Мы попадаем на самую длинную непрерывную сухопутную границу двух стран в мире. Граница Казахстана и России. Ее протяженность составляет приблизительно 7600 километров. Свои контуры эта граница унаследовала от Советского Союза и после его распада осталась почти неизменна, но уже в независимом статусе. Почти вся граница проходит по суше. На протяжении всех рубежей расположено большое количество пунктов пропуска. 30 автомобильных, 20 железнодорожных и 1 речной. Россия является ключевым партнером Казахстана во внешней торговле с долей вклада 20%. Двигаясь к устью реки Волги и далее на юг по Каспийскому морю, мы встречаем следующего соседа России – Азербайджан. Протяженность границы с ним приблизительно 350 километров. Морская граница равна 22,4 километра. Азербайджан граничит только с одной республикой России – Дагестаном. В основном граница идет по Большому Кавказскому хребту. Здесь, недалеко от горы Базардюзю,
находится самая южная точка России. Двигаемся дальше по хребту и приходим к очередному тройному пограничному стыку. Россия, Азербайджан и Грузия. Протяженность российско-грузинской границы составляет 572 километра. Если не считать границы двух отделившихся от Грузии и официально признанных Россией независимых республиках Южная Осетия и Абхазия. Грузия не признает суверенитет этих республик, как и почти все страны мира. Проще перечислить тех, кто признал. Это Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Сирия. Протяженность границ с Южной Осетией составляет 70 километров, а с Абхазией 255,4 километра. Двигаемся дальше по побережью Черного моря, и здесь нас ожидает, пожалуй, самая спорная граница России и Украины. С 2014 года в отношениях двух стран возник глубочайший кризис из-за отделения от Украины и присоединения Крыма в состав России. Украина данный факт не признает и считает территорию Крыма незаконно оккупированной. Де-факто на данный момент граница Украины и России в Крыму проходит по Перекопскому перешейку и заливу Севаш. Далее граница идет по территориальным водам России в Азовском море. На северном берегу Азова мы подходим к Донецкой, а за ней и к Луганской областях Украины. На данный момент эти области пытаются отделиться от Украины и являются непризнанными никем, кроме Южной Осетии, республиками ДНР и ЛНР. Де-юре на всех картах – это часть Украины. Общая протяженность границы России с Украиной составляет 2660 километров. Далее идет следующий тройной пограничный стык. Россия, Украина и Белоруссия. Или, как еще называют этот тройной пограничный стык, три сестры. Протяженность между российско-белорусской границы составляет 1239 километров. С Белоруссией со стороны России граничат Брянская, Смоленская и Псковская области. Никаких серьезных территориальных споров между двумя странами нет. Кстати, имея внутренний паспорт, любой россиянин может свободно посещать Абхазию, Южную Осетию, Казахстан и Беларусь. Следующий сосед России – Латвия. Граничит с ней только Псковская область. Протяженность границы с Латвией составляет приблизительно 270 километров. Латвия входит в Евросоюз, и чтобы попасть в страну одного паспорта Российской Федерации будет уже недостаточно. Следующий сосед России – это Литва. Чтобы увидеть ее границу, нам необходимо переместиться через Латвию, так как Литва граничит с отделенным от основной части России территорией, а именно Калининградской областью. Калининградскую область называют анклавом России, хотя правильнее будет ее назвать полуэксклавом, так как Калининградская область отделена от основной части России и граничит сразу с несколькими государствами, но имеет свободный выход к морю. Граница с Литвой имеет протяженность приблизительно 288 километров. Западнее Литвы расположена Польша, которая так же, как и Литва, имеет границу с Россией только на территории Калининградской области. Калининградская область стала частью СССР по итогам Второй мировой войны в качестве репарации. Протяженность границы России с Польшей – 236,3 километров. Крайняя западная точка России расположена на границе с Польшей в Калининградской области на песчаной Балтийской косе Гданьского залива Балтийского моря на погранзаставе Нормель. Итак, вернемся обратно к основной границе России. Двигаемся на север по Псковской области вдоль границы и встречаем следующего соседа России – Эстонию. Это самый северный сосед России из стран Прибалтики. Кстати, около современной границы России и Эстонии на Чудском озере, по которому проходит граница, произошло ледовое побоище в 1242 году. Протяженность границы России и Эстонии составляет 466,8 километров. Причем их сухопутная граница составляет всего лишь 87,5 километров. Остальная граница этих стран проходит по озерам, рекам и Балтийскому морю. Далее идем по территориальным Балтийским водам Финского залива и встречаем следующего соседа России – Финляндию.
Протяженность границы между двумя государствами составляет 1325,8 километров. В основном она сухопутная и проходит по восточной части Скандинавского полуострова и заканчивается далеко за полярным кругом. И самый северный и последний сосед России – это Норвегия. Протяженность российско-норвежской границы составляет 219,1 километров. Мы добрались до бассейна Северного Ледовитого океана. Самая северная точка материка Евразии и России находится на мысе Челюскин, которая расположена на полуострове Таймыр. Самая северная островная точка, принадлежащая Российской Федерации, это мыс Флигели на острове Рудольфа в архипелаге земли Франца Иосифа. Расстояние от мыса Флигели до Северного полюса составляет всего 900 километров. Итак, подведем итоги. Самые крайние точки России на материке. Северная точка – мыс Челюскин. Восточная точка – мыс Дежнево. Западная точка – Балтийская коса. Южная точка – вершина горы Базардюзю. Россия граничит с 18 странами. 54 субъекта Российской Федерации являются приграничными. Протяженность российской границы составляет 60 932 километра. Это были основные данные о границе Российской Федерации с другими странами. Надеюсь, ролик был полезным. Если у вас есть дополнения, пишите в комментариях. И, конечно, ставьте лайк. Это будет стимулом для выпусков новых видео. С вами был канал Просветись.